Вот такой простой, но очень вкусный ужин я сегодня сделал. Вареная картошка, сардельки в сметанном соусе и летний салат. Смотрите, как аппетитно все это выглядит. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу сегодня. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня на ужин я решил сделать в качестве гарнира сварить картошку, просто картошку сделать. А к этому я хочу сделать сметанный соус с сардельками. У меня здесь такие сардельки есть. Я решил их сделать соус и сварить в том же соусе. Это будет очень вкусно. И к этому я сделаю салат, свежий салат летний, огурец с томатом, помидором и луком. Все это знают, но я просто хотел с вами поделиться то, что я делаю сегодня у нас в доме. И показать, как делать соус. Может быть, кто-то делает по-другому, или кто-то, может быть, такого раньше не делал, что, может быть, я вам подкину идею. Так, картошку я уже вычистил, она у меня уже на плитке. Варить сейчас я включать плитку не буду под картошку. Вначале сделаем соус, а потом уже через полчасика я включу, начнем варить картошку тоже. Так что я хочу ваше внимание уделить, как я буду делать соус, и, может быть, я покажу, как я делаю салат. Салат делают все тем же способом, а может быть, я вам подкину идею сделать тоже на следующий ужин или обед. Почему бы и нет. Итак, все, что мне понадобится, здесь у меня уже на столе приготовлено. Для этого соуса я хочу сегодня использовать куриный бульон тоже. И он даст хороший привкус к соусу. Я уже вскипятил воду. Сейчас мы это растворим. И пока это растворяется, мы займемся луком. Вот так. Так, для этого соуса мне понадобится один лук. Сейчас я быстренько порежу. И мы немножко обжарим лук до прозрачного цвета. Нам лук сильно жареный такой не нужен для этого соуса. Вот так. И здесь у меня уже масло приготовлено. Сейчас я немножко масла отрежу, то, что нам понадобится. Вот так. И это мы отправим сейчас на сковородку. Итак, здесь моя любимая сковородка. Я сейчас включаю газ под сковородкой. Кидаем масло сюда. Добавлю совсем чуть-чуть растительного масла, чтобы сливочное масло у нас не подгорало. Немножко у нас растает. И теперь добавим сюда лук. Лук мы немножко обжарим, как я сказал, только нам не надо очень жареный, чтобы он такой прозрачный цвет принял. Так, на этом этапе можно теперь добавить сюда муку. Для количества соуса, что мне надо, я только добавлю 1 ложку муки сюда, потому что сметана сама по себе тоже густая. Сейчас мы обжарим немножко нашу муку тоже, чтобы никаких у нас комочков не было. Как вы видите, такая однородная масса получается. И теперь я сюда добавляю куриный бульон. Делается очень просто и очень быстро. Теперь я добавляю сметану. У меня одна пачка открыта, сейчас я сюда вытащу все, что есть. И тогда откроем еще одну пачку. А добавляю все на глаз, но в каждой пачке, я думаю, что где-то по 300 грамм, 300 миллилитров сметаны. Сейчас это я перемешаю все. Как вы видите, соус уже сам по себе густой становится, потому что сметана густая. Если очень густой соус получается, тогда можно добавить сюда немного воды. Так, ну, мне еще оставалось
бульону куриного. Сейчас это все вылил туда. Солить я не буду, потому что сам по себе куриный бульон соленый. Делается очень легко и очень просто. И сейчас теперь я добавлю наши сардельки сюда. Вот так. Мы сейчас сюда кинем. И они как раз у нас и сварятся тоже. И пускай потихонечку сейчас закипит, мы поставим на маленький огонь, и пускай минут 5 поварится. Соус практически готовый из сардельки, только осталось теперь ждать, как у нас картошка сварится, и это можно подавать на стол. Итак, здесь у меня немножко зелени, петрушка с укропом. Сейчас я порежу и отправлю туда на сковородку в соус, потому что соус у меня потихонечку кипит на маленьком огне. Переставил комфорку, картошку уже тоже включил, так что соус можно будет выключить через пару минуточек, потому что соус практически готовый. И мы займемся сейчас салатом. Так что я это отправляю сейчас на сковородку. Итак, для соуса я взял маленькую миску. Сейчас мы порежем лук по-крупному. Я решил все по-крупному порезать, как в деревне. Сейчас эти раскидаем вот так. И также по-крупному сейчас порежу огурец и пару томатов туда. Отправляем сюда. Сейчас пару томатов я вымою. Итак, здесь у меня 3 томата я взял. Так, жопки я отрезать не буду, потому что я видел один повар профессиональный не отрезал никогда жопки. То, что я смотрел на YouTube, я немножко был удивлен и решил оставлять тоже. Сюда отправляем салат. Так, это все нарезки мы закончили на сегодня. Салат я заправлю немножечко молотым перцем черным. Ну, все вы знаете, все делаем таким же образом. Я просто с вами делюсь то, что я делал. Может быть, я идею вам подкину на следующий ужин для обеда. Я добавляю сюда постное масло. Не рафинированное, то, что со вкусом семечек. Мне это нравится. Сейчас перемешаем. Вот так. Сейчас я перенесу посудину. Я не подсолил. Вот что я забыл. Сейчас мы быстренько подсолим тоже. Я вот что я думаю, что-то я забыл. Немножко я подсолю. Тоже сейчас опять перемешаем все это. Ну, бывает, что забываю тоже иногда, потому что я уже не такой молодой, как раньше был. Сейчас вот так. И теперь мы отправляем все в посудину так. Накрываем, отправляем в холодильник. И теперь у нас осталось только ждать, как у нас картошка сварится, и на этом у меня ужин будет готовый. Вот такой простенький, но очень вкусный ужин получился. Простой летний салат, огурец, помидоры и лук. И постное масло. Сардельки или колбаски в сметанном соусе. И, конечно же, я сделал просто картошку. Просто, но очень вкусно. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно сделать на ужин или на обед. Простенько, но это очень вкусно. На гарнир сделал просто картошку. К этому я решил сделать летний салат. Простой. Лук, томат или помидоры и огурец. И заправил это постным нерафинированным маслом, который дает еще вкус семечек. И, конечно же, сделал простой, но очень вкусный сметанный соус, в котором я сварил эти сардельки. Я все попробовал на вкус.
соли было достаточно, и получилось обалденно все вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотелось бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего, не болейте. Всем мирного неба, всем приятного аппетита и пока-пока.